Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня, да, пришло время к кролику. Надеюсь, кролик сегодня засияет, не знаю, 3 топ-1 как минимум. Должен засиять. Поиграем в стандартных боях. Сборочка вот такая вот сегодня, без гранат. Я решил попробовать такую сборку. То есть, ну, бицепс, как обычно я хотел, да. При этом 2 артефакта на выживаемость. Не знаю, пойдет оно так или не пойдет. Эти гранатки иногда очень сильно так помогали в замесиках. Как говорится, посмотрим. Но, если что, будем хилиться от лука. Играть через лук. Теперь лук у нас основная пушечка стала теперь. Не знаю, зайдет кролик, не зайдет. В принципе, это мощь, если его правильно реализовать. Опять же, получится, не получится, повезет, не повезет. Все от этого, конечно, тоже зависит. Я, наверное, зря сейчас беру этот. Кстати, ботов нету до сих пор. Я еще без сандалий святой играю на короле. Повезло сейчас Никсу, то, что он ушел направо, не налево, иначе я его убил. Ну, тут я как бы надо было угадывать, куда пойдет Никс. Я подумал, что он уйдет как раз направо. Как вам? Да. Такие дела, ребят. Такие дела. Ну, баг с ботинками, с сандалиями святого, да. Достал дробовиком там, где его дальности уже не было давно. Баланс. Прекрасно. Ну, как говорится, аптечек не было. Что я могу сделать? У всех есть аптечка, у тебя нет, как бы ты вот такой вот. Да, прекрасная игра. Зато лут у меня был неплохой, в принципе. Ну, Брюсик, привет. Как жизнь? На тебе гранату. Ну и пошли дальше, да? Брюс пошел туда, я сюда. Кстати, не зря сюда пришел. Обидно, опять ботов нету. Ну, это стандарт, да, как бы. Куда мне еще ботап получить, да? На халяву так. Повезло, что Лев убежал, он мог спокойно драться со мной. Спокойно меня убивать, наверное. Но он был чуть-чуть поумнее, наверное. И понимал, что драться с 14-м королем будет не очень легко. А что со львом? Или это, как вы думаете, это байт? Нет, это не байт, он просто АФК. Ну, бывает, как говорится, решил отдохнуть. Лев такой посмотрел, увидел меня, такой, ладно. Надо этому кролику дать заряд в бицепсы. Умру-ка я. И умер. Ну, надеюсь, так все и было. На самом деле, мы этого уже не узнаем. Так, теперь у нас остались противники, не пойми какие. Но сейчас я могу хоть подраться. Чувствуете, да? Чувствуете, да, как классно играть на кролике, когда ты сам отталкиваешь свою цель, которой тебе нужно попасть, а ты в нее не можешь попасть. А дробовик это прям ух. Вот вроде бы он дабл, вроде бы такая мощь, да, а ты ему попробуй попасть сначала. Вот. Кстати, надо бы его, наверное, подкорректировать. Надо бы зайти сейчас и подкорректировать дробовик, гранатку, лук, кролику. Вот смотрите, он меня он меня не видит, то есть я пропадаю. Вот в чем прикол? Я только что пропадал несколько раз, да? Из обзора его. И он мне все равно давал шоты. Нормально, нормально. А это, наверное, тот челик, который залутал здесь все, что было, да? После меня. Понимаю. Ой, любите залутать. Так, ну что? Просто, я пока лагал, уже все умерло. Баланс, баланс. Ничего нового. Ну, посидим пока тут. Пока я в бочке, никто не знает, кто я. Поэтому мне, в принципе, легко будет против более таких, знаете, подвижных персонажей. Хотя я и так самый подвижный, да, но тот же Никс может спокойно прыгать. Мне вот главное на кролике как-то приучить себя, что нельзя прыгать рядом с противником, если я пытаюсь у него дамажить. То есть это такой, знаете, момент. Потому что первобытный инстинкт его нельзя снять. То есть это минус, который допустили разработчики. Типа, есть первобытные инстинкты, да? У каждого пока что по одному, возможно, дальше будет их больше. Но это не точно, опять же. Но их нельзя снять. Как бы, ну... А если он тебе мешает, почему бы от этого не избавиться, да? Но нет, такой возможности нету, к сожалению. А было бы неплохо. Так, ждем. Ну ты сам виноват, короче. Ну, конечно, гранатка меня сейчас оттолкнет. Никсик, а что такое? А что такой обиженный? Обиделся на меня, да? А как нападать, так вот ты не обиделся тогда. Был веселый весь. Змея с ботинком, чекайте, ребят. Вот почему змея с ботинком везет на зону, а?
Я просто догнать не могу, понимаете? Просто догнать не могу. Вот, видите, как бы дабл-дробовик впритык был. Короче, просто надо идти впритык и убивать змею. Капец. Почему змее везет с зоной, и она попадает на ботинок? Ай. Вот понимаете, настолько бесполезный артефакт, но вот в этот момент вот, ей как раз повезло, и были кусты, был ботинок, и было все идеально. Бомбит, бомбит. Чтобы мне так иногда хоть везло на зону. Да нет, конечно. Ладно, отправляем следующий боец. В принципе, плюс-минус нормально. Укол длинный, опять же, был бесполезен в этом бою, хотя я и не парился особо по этому поводу. Ну, как-то такое, знаете. Ну, хотя бы аптечки в этом бою были, хотя бы я мог хилиться, в отличие от прошлых боев. Ну, вот видите, кстати, вот. Вот это вот. Нельзя так делать, то есть... Ты находишься впритык к противнику, тебе нужно его продамажить. Да-да-да, ты на меня нападешь. Граната впритык промахнулась. Как вам? Красиво, да? Граната впритык промахнуться. Ах, я забыл оттолкнуть Джейд. Просто чекайте, как проиграть 14-м. Вот просто гранат, вот просто первобытный инстинкт. Он когда тебе нужен, он бесполезный, когда тебе он не нужен, он... Ой, короче, такая фигня просто. Зачем я его открывал? Вот... Не открывайте никто на кролика первобытный инстинкт. Такой мусор просто конкретный. Пойдем, короче, в командные бои. Что-то не могу я сложные бои больше, точнее соло-бои больше играть, просто не вывожу. Такое ощущение, что просто слабый стал. Слабый, бесполезный. Сделаем вот так вот. По идее, вот эта вот сборочка. Блин, а тут же надо еще заменить. Ё-моё. Как такое ощущение, вот на кролике мне нужно больше, чем 4 слота даже. Но зубы вампира без них никуда, он не выживет без них. Без гранатки тоже урона не будет массового. Без укола адреналина шотнут. Без дефибриллятора я не смогу резнуть свою команду. И что брать? Еще и бицепс есть, да? И вот как вас вот это... Ой, все, короче. Ой, все. Жертвуем, значит, вот этими штуками. И идем вот так вот. Командные бои. Сейчас команду мне дадут первых уровней, как обычно, в принципе, ничего нового. А против меня уровни 17 все будут. И баланс. Ну, почти, почти. Не знаю, как-то слишком душно стало в соло-боях. Ну, просто Джейд с кофе на халяву меня в прошлом бою победила. Просто на халяву. Потому что то я сам себя оттолкну, то она меня... То я ее забуду оттолкнуть, да, и вот это вот все. Но опять же, это надо просто чаще играть на кролике, вот там, провести там 40 боев, 50 боев в недельку, и тогда у вас уже будет норм геймплей. Но если этого не делать, то представьте, сколько это времени, капец просто. Каждый же бой хочется победить, каждый бой это минимум 5 минут. Ну, минимум, да? Точнее, даже в среднем, я бы сказал, 5 минут. И получается вот такие вот результаты, то, что тебе еще нужно все бои идти соло откатать, а иногда в соло-боях так душит, что капец. Ты такой думаешь, блин, я не хочу с собой играть, потому что там душно. Потому что вот всякие такие 14 кролик тебя начинают душить, это там 10 уровень как бы. На 1100 рейтинга. И такие вот дела. Ну, это все из-за баланса, которого в игре нету. К сожалению. Был бы баланс в игре, было бы нормально. Но его тут нету, поэтому... Такие вот делишки. Видали, кстати, Никса... То есть, я вот Никса только что дамажил дабл-дробовиком. И мне нужно было от него отпрыгнуть. Я от него отпрыгиваю, чтобы он мне не нанес урон. И одновременно отталкиваю. И он не получает урона дабл-дробовика. Ну, вот так вот, ребят. Вот такая вот игра. Вот такая вот логика у разработчиков. Она отсутствует, но... Печально, конечно, все. И ничего с этим не сделать. Ну, кстати, вот. Один выстрел 9-го льва с дробовика сносит королю 3 хп. Как-то странно, да? Один выстрел 9-го льва. Блин, сейчас бы затестить урон, сколько у 9-го льва с дробовика. Было бы очень интересно. Да блин, да отстаньте вы от меня. Надо сейчас красиво свалить. Вот так вот. Ну тут ребята молодцы, конечно, ничего не спорю. Ребята все красавчики, я старался как мог наводить кипиш, да? Ну, по крайней мере, от кула я отвлек, пока все остальные тут дрались.
И они, вот реально приятно, когда команда молодцы, даже с тем, что они там какие-то не топовые уровни и все такое, да? Ну, просто вот ребята умеют кнопочки нажимать и двигаться вместе. Ну, что еще нужно в этой прекрасной игре? Ну, для командных боев. Ну, ничего. Просто нажимаешь кнопочки и даже можно не целиться, блин. Вот реально. И двигаться вместе, и все. И считай, половина победы готова. Но некоторые даже этого гениального не могут совершить. Ну вот. Как бы дабл дробовик, да? Шотнул Никса 6 уровня, офигеть. А по идее должен был с одного дробовика шотать, потому что там нету столько хп, чтобы шотать с дабл дробовика. А до этого еще и луком в него пару раз попал, как бы, ну... Вопросики, да? Ай, вот бы сейчас сандалии святого. Но у меня нету 6 слотов, ну нету 6 слотов. Как же обидно, а так хочется эти 6 слотов. Ну, кстати, видали, да? Просто дабл дробовик, он даже не ожидал этого. Даже игра не ожидала этого, и поэтому... О, начал отображать. Не, ну какой же здоровенный кроль, да? Офигеть просто. Бля, Никс. Лишь бы залутать. Лишь даже с тем, что игра пролагала, и тем, что мне еще через секунды 2 только дали дробовик, после того, как я его поднял, все равно Никс не успел забрать его. Ну, а видали, как легендарный дробовик бахает? Красиво. Красиво, да? Только бесполезно максимально в этот момент было уже. Ну, вот... Зашел в командный бой, изи победка, довольный, счастливый. И махач был? Был. И приятно было? Было. И победка есть? Есть. Ну все идеально, соло бой заходишь, такая душнина начинается. Просто невыносимо. Ну, на этой прекрасной ноте закончим. Вот такой вот у нас сегодня, это у нас получается, не знаю, клон-кролик Скипи был. Не пойми с какими артефактами, но победка оформлена, как говорится, значит успешно получилось. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Завтра уже будут результаты розыгрыша, поэтому участвуйте в розыгрыше. Это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.